Запад отверг капитуляцию России, отсутствие стратегии и напряженные переговоры. Резкое обращение к Киеву. Вашингтон требует остановки войны и вновь смены власти. Второй удар в спину Зеленского за сутки. Армия РФ пошла в жесткую атаку. Механизированный штурм, движение колонн техники, окружение войск и ответные удары. Зеленский идет ва-банк. Новый ход Банковой. Контратака. Каков замысел шага против Путина и Трампа? Разочарование противников Зеленского. Западная пресса пишет о том, как может рухнуть план тех, кто задумал сменить власть в Киеве. О чем речь? Немецкие истребители у границ России, вывод ЗРК «Патриот» из ключевого объекта, новый удар по танкеру в Черном море, захват судна силами США. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, друзья. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Украинский удар в море. Киев совершил атаку на еще одно судно в акватории Черного моря. Во время спецоперации СБУ морские дроны Sea Baby на этот раз устроили настоящую охоту на нефтяной танкер «Дашан», который, как утверждается, является одним из судов Теневого флота. Судно под флагом Коморских островов двигалось в сторону Новороссийска. Удар пришелся точно в кормовую часть. Видео атаки публикуют украинские медиа. Видна серия мощных взрывов. Стоимость судна около 30 миллионов долларов, а один его рейс с нефтепродуктами тянул на 60 миллионов долларов. Украинские медиа со ссылкой на свои источники в спецслужбах сообщают, что операция стала совместной работой 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска, с отключенной системой идентификации, против судна «Дэшерн» ранее свои санкции ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария. Информированный собеседник в Службе безопасности Украины сообщил, что это уже третий выведенный из строя танкер Теневого флота, который помогал Кремлю обходить международные санкции. Напомню, это уже не первый танкер, который атакует Украина за последний месяц. На события уже реагировал Путин. В начале декабря он назвал удары пиратством и обратился к Банковой и Западу и предупредил, если Украина продолжит такие атаки на танкеры, то Россия может принять ответные меры против судов стран, помогающих Украине. Отмечу, что Киев запустил не только морские дроны. С вечера 10 декабря началась массированная атака на Москву. За короткий промежуток времени на российскую столицу летело несколько десятков ударных дронов, которые парализовали работу как минимум 11 аэропортов России, включая Внуково и Домодедово. Мэр Собянин к 3 утра по Москве сообщил о как минимум 30 сбитых БПЛА. Неожиданный поворот. Фигурант пленок Миндича и дело Мидас о коррупции в окружении Зеленского, связанного с отмывом 100 миллионов долларов в энергосекторе, стал героем России и получил соответствующее звание. Речь о бывшем депутате Верховной Рады, который уехал в Россию и построил новую карьеру. Теперь он сенатор. Российское издание «Коммерсант» пишет, что на пленарном заседании Совета Федерации 10 декабря в честь минувшего Дня Героев Отечества сенаторы поздравили всех обладателей «Золотой звезды» из своего состава. Как оказалось, в число героев России входит бывший депутат Верховной Рады Украины, а ныне сенатор от Астраханской области Андрей Деркач. Ранее о присвоении ему высшей государственной награды РФ не сообщалось. В недавнем коррупционном скандале, который потряс не только Украину, но и ее партнеров, Деркач светится как владелец помещения, в котором находился офис по отмыву денег. Отмечу, что коррупционный скандал вновь на слуху. Накануне украинский бизнесмен Коломойский, который был лично знаком с Тимуром Миндичем, а тот, в свою очередь, возглавлял высокоуровневую преступную организацию в Киеве по отмыву денег и бежал в Израиль, заявил, что соратника Зеленского пытались убить. Произошло это 28 ноября. Коломойский говорит, что это была попытка покушения на Миндича. Преступники арестованы. Ранили домработницу, и покушение провалилось, потому что они перепутали дом. В то же время в израильской полиции ничего не известно о покушении на Миндича на их территории. Полиция Израиля уже заявила в комментариях для СМИ, что у нее нет информации о покушении на Миндича. Пресс-секретарь полиции Израиля Михал Зингерман отметил, что у правоохранителей нет подтверждений словам Коломойского. Напряжение растет, звонки не прекращаются. Трамп провел переговоры с европейцами по поводу мирного плана. Западная пресса пишет, контакт между Брюсселем и Вашингтоном еще есть, несмотря на растущее недоверие между США и европейскими державами по поводу того, как закончить войну в Украине. 4 главы государств и правительств обсудили текущее состояние переговоров о прекращении огня в Украине. В ближайшие дни будет продолжена интенсивная работа над мирным планом. Они согласились, что это критически важный момент для Украины и для общей безопасности в евроатлантическом регионе, говорится в заявлении канцелярии канцлера Германии.
О критическом моменте пишет и «Нью-Йорк Таймс». По мнению авторов издания, Европа оказалась в тисках, далее цитата, «между двумя враждебными державами – Россией и США, а впереди маячат ключевые решения по будущему Украины. Европа сталкивается с эпохальными событиями», говорится в материале. Первое – это полномасштабная война в Украине. Второе – это отказ США от своей приверженности безопасности континента. В Европе опасаются, что Трамп стремится не к защите Украины, а к сближению с Россией, даже ценой ослабления НАТО. Одновременно ЕС сталкивается с нехваткой денег, ростом правых сил и необходимостью наращивать собственные армии. Ключевой вопрос сейчас, как найти около 200 миллиардов долларов на поддержку Украины и можно ли использовать замороженные российские активы. При этом у ЕС нет собственной стратегии. При всех обещаниях европейцев поддерживать Украину у них нет собственной стратегии завершения войны без усиления американского экономического давления на Россию, на что господин Трамп шел неохотно. Еще важнее, как говорят европейские чиновники, качество любых гарантий безопасности, которые получила бы Украина в рамках возможного переговорного урегулирования. А вот британская пресса пишет: Запад отверг поражение или же капитуляцию России. Полного военного разгрома России немыслимо достичь без кардинального изменения позиции Белого дома и Трампа, а также резкого увеличения поставок оружия и поддержки, говорится в материале Sky News. Следующим по значимости результатом для Украины стало бы соглашение, которое попыталось бы найти справедливый баланс между воюющими сторонами и их противоречащими целями. Это могло бы быть достигнуто через остановку боевых действий вдоль нынешней линии соприкосновения, после чего состоялись бы полноценные мирные переговоры. При этом суверенитет Украины был бы подкреплен надежными гарантиями безопасности со стороны Европы и США. Если бы такой вариант был реализован, то требовал бы от европейцев по-настоящему вернуть свои армии и население в состоянии военного времени. Далее также цитата: «с реальной готовностью вступить в войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины». Конец цитаты. Кроме того, Sky News пишет о втором варианте развития событий вокруг Украины. Европа оказывается полностью за бортом переговорного процесса, а Киев идет на условия Москвы. В таком случае, считают авторы материала, новая война неизбежна через несколько лет. Зеленский идет ва-банк и выбирает новую тактику. Он дразнит идеи выборов во время войны, чтобы обезоружить атаки Трампа и Путина. Об этом говорится в материале «Политико». В материале уточняют, что это его новый ход, чтобы отбиться от давления одновременно со стороны друзей врагов и откровенных противников. Чтобы обойти законодательный запрет на проведение выборов во время военного положения и конституционные ограничения, Зеленскому потребуется прекращение огня для обеспечения безопасности избирателей, пишет «Политико». Это можно легко изменить, необходимо решение парламента, говорится в публикации. Политико также пишет, что те, кто хочет отставки Зеленского, могут разочароваться. И вот почему. Несмотря на резкое падение рейтинга после громкого коррупционного скандала в энергетике в прошлом месяце, Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. По последнему опросу агентства InfoSapiens, опубликованному во вторник, около 20% украинцев готовы снова проголосовать за него на гипотетических президентских выборах. Ближайший конкурент, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании. Выборы в Украине не смогут организовать в течение 60-90 дней, о чем говорил Зеленский. Необходимо больше времени, с учетом всех юридических тонкостей, а также учитывая войну, количество беженцев за рубежом и военных на фронте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей ЦИК Украины. Почти 1 миллион украинцев служат в армии, многие прямо на передовой. Трудно представить, как они смогут проголосовать без гарантированного прекращения огня. Дубовик заявил, что для соответствия международным стандартам свободных и справедливых выборов потребуется минимум 6 месяцев подготовки. Если проводить их раньше, невозможно полностью гарантировать соблюдение всех международных стандартов. Жесткое обращение к Зеленскому из Белого дома прозвучало вечером 10 декабря. Трамп вновь призвал к смене власти и остановке войны. Зеленскому нужно быть реалистом. У них давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы было заключено соглашение. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось. Напомню, что Зеленский обратился к парламенту за помощью в организации выборов и также к Западу и США, чтобы те помогли обеспечить необходимую безопасность при голосовании. На заявление Зеленского уже отреагировали в МИД РФ. Знаете, я считаю, что это какой-то, конечно, новый уровень цинизма. Это даже, знаете, для Зеленского какой-то такой ход, так сказать, конем, я бы сказала. Да. Это что-то такое, знаете, это такой вызов, даже исходя из того, что он уже наворотил.
То есть я, например, не припомню ни одной страны, которая бы требовала от других государств обеспечения проведения на ее территории ее выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость и суверенитет. Армия России пошла в жесткую атаку. Механизированный штурм в Донецкой области. Украина заявляет о колоннах техники, которые движутся вперед. Речь о событиях в Покровске. О том, что там еще продолжаются ожесточенные бои, заявляют в ВСУ, несмотря на то, что ВС РФ объявляли о взятии города еще на прошлой неделе. Киев заявляет, что атаку отбивает. По предварительной информации, в штурме задействованы подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии. Оборонительная операция Покровской агломерации продолжается. К обороне привлечены различные компоненты сил обороны, группировка десантно-штурмовых войск, штурмовые подразделения, СБС, силы спецопераций, СБУ, Нацгвардия, Нацполиция. В то же время российская сторона заявляет о ударах по позициям ВСУ в соседнем Мирнограде, или же Димитрове, так город назывался до переименования. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Восточной и Западной населенного пункта Димитров. О том, что все дороги, по которым украинские военные могут дойти и выйти из Мирнограда, находятся в серой зоне, пишет и ряд украинских медиа. Ситуация там максимально напряженная. Речь идет даже об окружении. Параллельно с тем, как россияне пытаются перерезать дорогу к Мирнограду, они увеличивают свое присутствие в самом городе. Точное количество противника определить невозможно, поскольку у украинских военных становится все меньше доступных средств для наблюдения. Некоторые районы Мирнограда, как рассказывают «Украинской правде», военные близки к окружению. Официальное заявление. Немецкие войска и истребители у границ России. Германия готова к ответному удару. В польском Мальборке официально отметили переброску 5 истребителей Еврофайтер и 150 военных ВВС Германии в рамках миссии НАТО Eastern Sentry. Авиабаза находится менее чем в 100 километрах от Калининградской области. Замминистра обороны Германии Нильс Шмидт прямо заявил, Еврофайтер – это не просто символ присутствия, а реальный инструмент сдерживания и активной защиты. При этом он подчеркнул, что в будущем НАТО делает ставку на гибрид обороны – авиация плюс ПВО плюс борьба с дронами. Немецкие военные при этом заявили, не собираются восстанавливать с Россией петербургский диалог, главной целью которого ранее было создание надежной основы для развития российско-немецких отношений. Правительство Германии не стремится восстановить так называемый петербургский диалог. Он приостановлен уже много лет. И справедливо. Однако мы также не можем влиять на поездки отдельных граждан Германии. На граждан, которые ищут контакта с российскими властями без консультации с правительством. Это не имеет политической поддержки со стороны правительства Германии. Переброска войск и авиатехники связана с вторжением дронов на территорию Польши, которое произошло в сентябре этого года. При этом Берлин отводит часть своих войск. В ближайшие дни немецкие ВВС выведут свои системы ЗРК «Патриот» из польского Жешува, места, куда все годы Большой войны доставляют оружие для Киева. Трамп боится ареста, а потому США угрожают Международному уголовному суду. Администрация Дональда Трампа вышла на беспрецедентный шаг. На Вашингтон требует, чтобы Международный уголовный суд официально гарантировал, что не будет преследовать Дональда Трампа и его чиновников. Иначе США готовы снова ударить по представителям суда жесткими санкциями. Кроме того, Белый дом, как пишет Рейтер, выставил еще несколько условий. Внимание! МУС должен прекратить расследование в отношении израильских лидеров из-за войны в Газе и официально завершить прежние расследования в отношении американских военных за их действия в Афганистане, говорится в публикации Рейтер. Вашингтон уже ввел санкции против 9 сотрудников МУС, это судьи и прокуроры, но пока не коснулся суда как институции. Введение санкций против суда стало бы серьезной эскалацией американской кампании против МУС, который давно подвергается критике со стороны официальных лиц США, как республиканцев, так и демократов, за якобы посягательство на суверенитет Соединенных Штатов. Представитель администрации Трампа, выступая на условиях анонимности, сообщил, что Вашингтон довел свои требования до государств, членов МУС, часть из которых являются союзниками США, а также напрямую до руководства суда. По данным источников Рейтер, в международном юрсообществе идет открытый разговор, что после окончания второго президентского срока Трампа МУС может попытаться предъявить обвинения ему, вице-президенту, министру обороны и другим топ-чиновникам. Авторы материала также уточняют, что на вопрос, выдвигает ли администрация эти требования к МУС из-за опасений, что суд может начать преследование за действия США в Венесуэле, представитель Белого дома отказался от комментариев. Напомню, что накануне Трамп заявил о захвате силами США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
Shell разводится с Роснефтью на фоне атак на ключевой нефтепровод из Казахстана. Компания решила разорвать партнерство, через которое компании владели долей в Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом пишет Bloomberg. Зеленый свет на сделке неожиданно дал Путин, разрешив изменить или прекратить права собственности в этом активе. Bloomberg пишет, что Кремль причин не объяснил, что сразу запустило волну спекуляций о возможных изменениях в структуре акционерного капитала проекта КТК. Shell еще в 2022 году объявила о поэтапном выходе из российских проектов, но из КТК уходить не планирует. Напомню, в последнее время трубопровод неоднократно становился целью дроновых атак. Последний удар вывел из строя один из 3 ключевых причалов. Украина ответственность не признавала. КТК транспортирует казахстанскую нефть к побережью Черного моря через территорию России. Среди акционеров несколько глобальных нефтяных мейджоров, а также крупнейшие российские производители «Роснефть» и «Лукойл». Оба находятся под санкциями США. Совместное предприятие «Роснефти» и Shell владеет 7,5% в консорциуме. Друзья, всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поддержите мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра. Хорошего дня.